В письме Семена Тарасова своему брату, написанном в 1925 году из Канады, он рассказывает о том, что заставило их покинуть Украину и как проходил их переезд. Мы жили в постоянном страхе за свою жизнь. Земля, которая была единственным нашим источником пропитания, больше не давала урожая. Постоянные наводнения и засухи уничтожили все, что мы пытались вырастить. Правительство требовало налоги, которые мы не могли платить, и угрожало лишить нас последних кусков хлеба. Я помню, как мы с Марией смотрели на наших детей и понимали, что если останемся, мы обречены. Путь в Канаду был полон трудностей. Семен описывает их непростой путь через океан. Мы долго думали, прежде чем решиться. Собрали все, что могли продать, и купили билеты на корабль. Это было тяжелое и мучительное путешествие. Нас мучили болезни, усталость, и многие наши спутники умирали от недоедания и холода. Но мысль о том, что в Канаде нас ждет новая жизнь, помогала нам не сдаваться. Самым тяжелым было прощание с домом и людьми, которых мы оставили позади. Когда семья Тарасовых добралась до Канады, перед ними открылись новые испытания. Когда мы ступили на канадскую землю, нас охватило облегчение, но сразу же мы столкнулись с новыми трудностями. Здесь было холодно и чуждо. Мы не говорили на языке местных жителей, и найти работу было очень тяжело. Местные нас не очень жаловали. Мы были чужаками в их мире. И это ощущалось в каждом взгляде и слове. Первое время я работал на железной дороге. Мария присматривала за детьми. Но жизнь была далеко не такой, как мы себе представляли. Несмотря на это, они начали постепенно приспосабливаться к новому миру. Первые годы были полны лишений. Мы ели то, что могли себе позволить. Экономили на всем. Со временем жизнь наладилась. Мы нашли маленький участок земли, и я смог начать работать на ферме. Наши дети начали учиться в местных школах, и это дало нам надежду, что для них будущее будет лучше. Мы научились местным обычаям. Язык начал сдаваться легче, и со временем мы стали частью этого общества. Тарасовы, хоть и обустроили свою жизнь в Канаде, часто думали о возвращении на родину, но знали, что это маловероятно. Я часто думаю о том, чтобы вернуться. Иногда по ночам мне снятся наши поля и реки Черниговщины, родной дом и наша семья, которую мы оставили. Но вернуться означало бы снова погрузиться в нищету и лишения, от которых мы сбежали. Здесь у нас хотя бы есть надежда на будущее, пусть и в чужой стране. Мы с Марией смирились, что это наш новый дом, но Украина навсегда останется в нашем сердце.